Привет! Если вы вяжете куклы для украшения интерьера, а не для игры, то вам могут понадобиться подставки. Я долго думала и пробовала разные варианты, и наконец сделала удобную для меня подставку. На такой подставке можно разместить не только вязаные куклы, но и другие, такие как Барби. И кстати, ей подошли одежки, которые я вязала для Виолетты крючком 2,5 мм. Итак, я брала длинную доску из сосны, купила ее в строительном супермаркете. Дальше распиливала ее на нужные мне куски. Вот таким инструментом. Это ножовка по дереву. Мне помогали это делать. Затем отшлифовала со всех сторон наждачной бумагой. Сначала я брала номер 120, потом 240 и в конце 400. Наждачную бумагу я положила на мочалку, и таким образом было легче работать. Но если у вас или ваших знакомых есть шлифмашинка, то дело пойдет быстрее. Дальше я грунтовала брусочек грунтовкой, которую купила в канцтоварах в отделе для декупажа. Сначала я промазала бока. Положила брусок на крышечку, чтобы дно не прилипло к бумаге. Затем промазала верх. И после высыхания прогрунтовала низ. Когда все высохло, я еще раз отшлифовала брусок наждачной бумагой. Перед покраской нужно стряхнуть пыль тряпочкой. Я пробовала красить разными красками. Акриловая краска липла после высыхания, а краска в спрее забрызгивала все вокруг. Поэтому я купила в строительном магазине эмаль для покраски деревянной мебели. Я красила вот таким валиком. Сначала я покрасила бока, поставила брусок на крышечку, чтобы дно не прилипло, и покрасила верх. А когда все просохло, покрасила дно бруска. Дальше я сделала вот такой держатель для куклы, который крепится сзади на саморез. Для этого я брала проволоку диаметром 1,5 мм в черной изоляции. Саморез я купила с большой шляпкой, чтобы он хорошо прижимал проволоку к подставке. Я отмерила высоту куклы на проволоке. В этом месте согнула ее вдвое, откусила лишнее и сжала сильнее. Затем я взяла подставку и к боковой ее части прикрутила проволоку саморезом. Для этого я использовала отвертку. Я немного наклоняю проволоку, чтобы кукла стояла посередине. Дальше выбираю место поддержки куклы и сгибаю проволоку вперед. Затем я смотрю, на какое расстояние должна выходить проволока вперед. И откусываю лишнее, отступая немного, чтобы загнуть концы.
Саморез я тоже закрашиваю краской. Если вы хотите сделать подставку на куклу большего размера, можно скрепить проволоки вместе изолентой где-то посередине. Все, вот такие подставочки у меня получились. И теперь куклы не лежат в шкафу, а красиво стоят на подставках. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Если да, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал и встретимся в следующем видео. Пока!